эфире. Так, всем привет. Меня плохо видно. Так, ну, у меня первый раз эфир, так что не обессудьте. Если что, мне подсказывайте, пожалуйста, все. А я жду, когда будет собираться у нас народ. Так, а мы пока готовимся. Ну, там, конечно, нам потом надо будет, чтобы еще какие-то, может быть, комментарии будут. Может быть, кто-то придет у нас. Например. Что там у нас? 5 человек пришло. Всем привет. Так. Ага. Да, всем привет. Давайте будем сейчас работать вместе. Я пока готовлю нашу модель. По просьбе вашей буду показывать AirTouch, как я его делаю. Пока вот можно посмотреть на волосы моей модели, что у нас есть. Обязательно причесываем, для того, чтобы можно было их разобрать и посмотреть все. Давайте подтягивайтесь. Так, привет. Волосы у нас очень красивые. Вот такие длинные, и они у нас кудрявые. Поэтому сейчас я вам покажу, как нам с кудрявыми волосами лучше работать в технике AirTouch. Сами понимаете, кудрявые волосы имеют свойство спутываться. Поэтому мы сейчас с вами пройдем утюжком. Так, ну что там, подтянулись еще? Давайте я начну потихонечку работать. Я уже утюг здесь включила. Сейчас мы с вами немножко будем их вытягивать. Вы можете подготовить инструмент заранее весь, потом уже тогда подходить. Видите, волосы у нас волнистые. Видно? Да, кудрявые видно. Поэтому мы сейчас с вами немножко их вытянем. Так как нам надо немножко подтянуть, я не буду сильно их делить. Вот, кстати, можно посмотреть, что у нас внутри, видите? То есть надо будет прокрашивать все полностью волосы. Здесь все-таки темная зона. И начинаем с вами утюжком работать. Сейчас быстро вытянем. Не надо сильно усердствовать, долго не держитесь на одной пряди, потому что, чтобы не пережигать волос. Оттянем с вами просто для того, чтобы были более прямые. Вот они у нас, видите, уже прямые стали, делаю расческу. Вот она. И начинаем дальше. Так. Видно, да, что я делаю? Если что, пишите, я буду смотреть, возможности вам сразу на вопросы отвечать. Я тут попросила сына еще, может быть, он будет подходить, читать ваши вопросы, если я не успею, если я пропущу. Вытягиваем волосы. Помогайте себе расческой. Видите, движения у нас с вами идут одно за одним. Расческа причесывает, утюжок оттягивает. Так, путаются. Так, надо другую взять, не причесывается.
Опять же, подставляете расческу, чтобы вам не обжигать пальчики. Прочесываете и отглаживаете утюжком. До конца проходитесь. Вот у нас уже видно в сравнении, какая прядь. Видно все? Нормально? Пишите да, нет, могу чуть-чуть вот так опустить. Так лучше видно? И движение идет одно за другим. До конца проводите, чтобы тоже кончик отгладить. Видите? Уже поровнее. Мы с вами до идеального не делаем, да, потому что мы с вами не вытягиваем, как укладка. У нас просто немножко распрямление наших кудрей идет для того, чтобы нам с вами легче потом делать выдув. Переходим дальше с вами. Итак, все волосы прорабатываем. И дальше уже будем делить на схемы. Потом пойдем с вами разведем на порошок. Все я вам покажу. Так как вы видите, у нас с вами идет уже окрашенные волосы. Здесь у нас не окрашенные. Я сейчас поближе потом вам поднесу, чтобы вы все это увидели. Сейчас я доделаю. И дальше с вами будем разговаривать, как будем красить. По желанию моей клиентки, скорее всего, создать AirTouch. Потому что AirTouch у нас, скажем так, очень плавно отрастает. Нет резких переходов. Поэтому будем с вами его делать. Да. Да. Ага, да, нормально, конечно. Как вы понимаете, модель еще работает. Так как у нас с вами будний день рабочий. Да. Угу. Вот у меня сегодня совещание с ней будет как раз. Я тоже так думаю. Угу. Чтобы хотя бы что-то перечислили. Угу. 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 Ладно, хорошо, да. Ага, ой, спасибо большое. Все, спасибо. Ага. Я отпустила? Да, время так. Временно. Здесь вот у нас монотонные движения, естественно, не очень интересно это все, но это идет подготовка. За счет того, что вы себе вытянете волосы для себя, вам просто будет удобнее работать. В каком-то видео я вам уже показывала о том, что надо кудрявые вытягивать. И дальше уже с вами приступим. Пойдем разводить краску. Порошок.
Ну вот, волосы у нас уже с вами более прямые, поэтому мы сейчас с вами будем уже приступать к делению. Значит, давайте я сейчас вам покажу поближе. Так, где здесь у нас разворачивается значок разворота? Так, вот он. Сейчас. Ага. Сейчас я вам покажу поближе. Ай. Наши волосы, как у нас с вами отросло. Видно, да? Вот наша, вот как она выглядит, наша модель. Вот такая вот у нас длина. Видите, здесь уже и расчесочка была, и AirTouch. Будет у нас сегодня с вами AirTouch. Где-то, если у нас выдува не будет, там будет расческа. Вот я вам показываю. А самое главное, сейчас я вам покажу. Смотрите, рост волос, который у нас идет у лица. Вот он. Видите? В основном моя модель носит волосы назад. И, соответственно, нежелательно делать вот здесь, видите, какой рост волос, сильно белую прядь. Посмотри на меня, Алис, мы покажем. Вот, как вы думаете, будет нам подходить, если вот к лицу сделать сильно вот так белую прядь, когда в основном волосы убраны? Думаю, что нет, поэтому мы с вами будем здесь делить и делать у лица не будем контуринг, а будем все-таки немножко рассветлять, делать посветлее, но не будет у нас яркого пятна. Это в том случае, когда у нас девушка в основном носит распущенные волосы, тогда контуринг у лица возможен. Но здесь и длина у нас разная, видите, коротенькие здесь. Так что будем с вами делать диагонально. Не будет сильного контуринга. Так, все это я вам показала. Сейчас я вам буду делить, ставлю вас на место, разворачиваю. Так, все видно? Так, вот. Все. Поехали теперь с вами волосы делить. Делим с вами нашу топ-зону. Так, я посмотрю на тебя с лица. Угу. Начинаем работать. Так, значит, смотрите, я разделила топ-зону, вот видно, да? И я ее буду делить еще на две части. Естественно, схему я потом вам нарисую, чтобы вы не забыли, когда у нас эфир с вами сохранится. Убираете все волосы уже, так как у нас с вами блоки будут для окрашивания, сразу же готовите, чтобы у вас ничего не мешалось. Все это скручиваем так аккуратненько, чтобы она нам не мешала. Сейчас мало не взяла прищепок. Готовьте сразу, видите, маленькая здесь у меня его мешает. Прищепка. Так, подержим здесь прищепку. Поменяем сейчас сразу. Так, и теперь мы ставим, делим на зону расческу не взяла. На височную. Височную зону тоже у нас отдельно. Второй висок мы делаем так же. И теперь блоки мы делаем на затылке. Затылочная часть этого наша. Так, тут у нас очки. Чуть-чуть не сделаем. Да, хорошо. Так, а теперь мы с вами, смотрите, здесь мы делим на три части.
Почему? Вот когда у вас есть фольга, вы должны, когда будете работать, у нас с вами фольга должна уместиться, да? То есть еще с учетом того, что вы подвернете кончики. Поэтому у нас получится раз, два, три зоны. Делим на 3 зоны. Так, это у нас первая зона. Видно? И еще 2. И, конечно же, вы все это подкалываете. Потому что нам нужно, чтобы нам было удобно. Вот там себе колодник. Так, сейчас я посмотрю, потому что мне не очень удобно. Зеркала, видите, у меня нет. Я отвернула от зеркала, поэтому вам будет удобно смотреть через зеркало. Так. Чуть-чуть здесь еще возьмем. Выбирайте наши пряди. Вот они там ошибки наши. Так. Еще одну нам достанешь? Так, смотрим произведение. Так, все, разделили на зоны. Видите, да, они у нас ровненькие. И начнем работать. Да. Еще одна. Эту пока можно. Вообще нам нужна она будет, давай. Все, прикалывайте, чтобы плотно сидела. И потом мы с вами сейчас начнем уже работать. Будем делить с вами диагональными проборами. А сейчас я вас отнесу. Мы с вами сейчас будем красить. Ой, не красить, а разводить порошок. Сейчас. Поехали со мной вместе. Так, поехали. Так, мы приехали к порошку. Значит, у нас с вами будет 2 миски обязательно. Так, порошок у меня все видно. Порошок я сегодня буду использовать Эстель. Обычный порошок. Разводим 2 миски. Так как мы начинаем с затылка, у нас с вами, как вы понимаете, волос много. Если вы медленно работаете, вы можете начинать с 1,5%. Если вы побыстрее работаете, начинаем с 3%. Так, поехали. Разводим, у нас классическое разведение 1 к 2. Я здесь беру грамм 20 на низ. Так. И добавляю 40 грамм оксида. Так, размешиваем, естественно, очень хорошо все. Я не придерживаюсь того, что обязательно нужно соответствующий окислитель и порошок. Я считаю, что больше подходит, если это немецкий с немецким, итальянский с итальянским. Уже из практики попробовала не один раз, прекрасно все работает. Так же, как и краски я смешиваю между собой. Конечно же, когда вы придете... Так, почему пудра не Шварцкоп? Мне эта пудра тоже нравится. Не только Шварцкоп. Я использую разные пудры. Сейчас я вам покажу. Так, у меня есть Лонда. У меня есть Goldwell. Так, у меня есть Лонда, но здесь она в пакетике, который с флексами. Где она у меня там основной. И я даже использую матрикс. Сейчас вот я все вам покажу. И даже матрикс. У меня все для каждого случая разное. Так, ушла у меня там запись. Не успела я увидеть. Продублировать бы ее.
Сейчас я посмотрю, может так получится. Так. Так. Ай-яй-яй, не получилось. Не получилось. Так, ну, я не знаю пока, как мне смотреть то, что вы меня спрашиваете. Вы повторяйте тогда еще раз вопросы, я не успеваю посмотреть, потому что, вы понимаете, я первый раз в эфире, да, еще не очень ориентируюсь. Значит, вот я вам говорю, что я использую и Matrix, и Goldwell, и, короче, поверьте, у меня еще есть Лонда с плексами. Это все, вот у меня даже есть еще кактус. Вот сейчас я вам покажу. Вот у меня даже кактус есть еще. Я использую разные. Почему разные? Потому что у каждого стойкость пигмента разная. Помимо этого, у каждого структура волос разная. У кого-то более чувствительная, у кого-то менее чувствительная. Поэтому я подбираю порошок именно исходя из этого. Здесь у меня здоровые волосы хорошие и темненькая достаточно. Да, у нас там база своя шестерка, как вы видели. И для того, чтобы нам перейти все-таки в более чистый цвет, я вот использую. Но я не люблю 9+, честно вам скажу, потому что там идет более сильное разрушение. Ну так вот, значит, я вам развела, вот я вам уже тут сделала эту порцию, но это еще не все. Так как вы видели, у нас с вами волосы уже мелированы, нам надо подчистить. Соответственно, я делаю вторую миску, но уже со слабым оксидом. Здесь вы, кстати, можете вот использовать Flex воду. Это очень хороший тоже порошочек, очень нежненький. И мы с вами разведем его для того, чтобы подчищать концы. То есть мы с вами на одну прядь, на верхушку будем разводить один оксид, на кончик другой оксид. И сейчас мы с вами здесь это все сделаем. Две пудры, они тоже прекрасно между собой будут работать. Так, сейчас я тут добавлю грамм 10 и сделаем 1 к 4. Так как мне нужно всего лишь почистить, вы сами знаете, из практики я вот беру даже безымячку, видите? А вы сами знаете из практики, чем больше мы с вами разводим, тем у нас реакция более медленно идет. И фон осветления, естественно, будет более медленно подниматься. Так что мы с вами где-то сделаем 1 к 4. Значит, на 10 грамм это я беру 40 грамм. Так, готово. Кстати, забыла вам еще показать. Сейчас я добавлю. Кстати, Estelle есть очень неплохая штучка, называется HEC. Хромоэнергетический комплекс. Вы можете эту ампулку сюда добавлять. Сейчас я ее найду. И мы с вами тоже добавим. Значит, как вы ее добавляете? Только после того, когда вы все размешаете. Вот вы размешали, получили однородную консистенцию. То есть вы создали уже агент в себе. И вот после этого вы добавляете любое себе лечебное средство. Хотите, там добавляете плексы разные, хотите, добавляете... Вот я конкретно добавлю хэк. Так. Все, 2 мисочки у меня готовы. Цвет у них разный, потому что этот у меня идет один, а этот у меня другой. Да, этот голубой это Estelle, а это у меня Лонда, который с плексами, который как раз вот дорогущая. Так, теперь поехали, начинаем работать. Все, я вас повезла обратно. Терпите, поехали. Так, теперь главное подготовить еще место себе рабочее, потому что, конечно же, и миски, и фен, и все это очень неудобно. Так, Алис, давай мы тебя чуть поднимем, у меня фен не натянется. Так, ага. Сейчас мы тут подготовимся, чтобы можно было мне фен дотянуть. Так. И, конечно же, приступим тогда к работе. Сейчас чуть-чуть повыше.
готовьте себе и ставьте, естественно, модель так, как удобно вам именно. Опускайте голову. И тогда начинаем. Значит, у нас с вами разделение идет, будет по диагонали идти. И мы с вами делать будем зеркально. Вот видите, разделение у меня пошло. Вы разделяете не толстыми прядками, тоненькими достаточно. Сейчас я вам скажу приблизительно. Так как волос вьется, вы понимаете, он цепляется друг за друга. Очень тяжело выдуть. Значит, если вы берете более толстые пряди, соответственно, тяжело будет выдувать. Я вам даже сейчас могу показать, как это будет выглядеть, чтобы вы уже просто четко понимали. И плюс, чем вы делаете тоньше пряди, тем, соответственно, волос будет светлее и будет как бы более мягкое, скажем так, смешивание белого цвета с натуральными волосами. Так, вы подкалываете то, что вам уже не нужно, потому что нам с вами это не нужно, и оно нам будет мешаться. Вы можете наверх подколоть. Можете подколоть вот сюда, все зависит от того, с какой зоны вы работаете. Мы с вами, естественно, берем у нас с вами фольга, я уже подготовила бумажки, и планшет. Это тоже вы все готовите. Сейчас мы с вами тоже это все вам покажу. Все, я тут подвинула себе поближе, потому что мне еще надо пользоваться феном. Значит, смотрите, вы немножко можете наклонить голову клиентки, потому что вам надо подойти, и плюс еще планшет взять так, чтобы вам стоять было удобно. И еще вот так у нас с вами будет планшет. Поэтому вы наклоняете и ставьте себе именно такое положение головы, которое вам нужно. Все, и приступаем. Значит, сначала мы делаем выдох. У нас с вами толщина прядки, ну, где-то может быть полсантиметра. То есть здесь она у меня тоненькая. Видите, даже она просвечивается. Тут у меня рост волос идет, вот короткий, который просто-напросто не попадет в прядь, он просто выдуется. Все, натягиваем прядку и начинаем, естественно, делать выдох. У нас здесь, видите, сколько выдулось, сколько осталось в руке. Здесь я, вы видели, держала не на самом конце, держала чуть ближе, потому что у меня очень много коротких волос. Вы сами знаете, что в этом месте коротких волос много, и поэтому для того, чтобы мне сделать как бы красивый вариант осветления, все-таки мне нужно держать где-то вот на этом расстоянии, чтобы просто, видите, мелкие волосы у нас выдулись до конца. Все, и теперь мы с вами берем нашу фольгу. Как всегда ее заворачиваем, ничего не меняется. Здесь у нас техника одна и та же нанесения. И помните, мы с вами говорили про две мисочки. Так, значит, смотрите, вот еще основное. Я надеюсь, это будет видно. Сереж, можешь немножко подвести, чтобы я показала? Смотрите, у нас здесь мелкие волосы с вами, которые просто будут вам мешаться. Сейчас вот, подвезем поближе. Смотрите, я натягиваю прядку, видите? Я ее натянула, ставлю пальчик. Вот. После этого на место этого пальчика я ставлю свой планшет и вытягиваю прядь. И если вы посмотрите, у меня здесь еще остались волосики. Что я делаю? Так как у меня планшет, он все-таки жесткий, я вычесываю волосики эти за планшет. И видите, у меня получилась уже чистая зона. И дальше уже мы с вами наносим. Помните, у нас с вами две миски. Если вы помните, вот она голубая. Мы с вами наносим голубую. И не забывайте, что у нас здесь сначала идет 3%. Очень аккуратно наносите. Вы наносите сначала сюда, потому что вы можете как бы ляпнуть, краски много. А дальше уже потихонечку растягивайте как можно ближе к корешку. Подчищаете здесь. И на самый конец прядки мы с вами наносим уже наш более щадящий состав. Видите, вот белого цвета, плексами которые. И у нас с вами классическое идет заворачивание пряди. Я вам сейчас буду показывать, да, вы можете заворачивать с помощью расчесов, без помощи расчесов, как вам будет удобно, это все зависит уже от вас. Можете заворачивать один раз, можете два, все, это как вам будет больше нравиться. Если у вас большая очень фольга, то лучше заворачивать два раза. И, значит, не забывайте, у нас с вами ширина прядки здесь, что будет соответствовать у нас ширине подвернутой линии. Видите, у меня ширина прядки идет вровень с моим конвертиком. Все, поехали дальше. Опять же по диагонали работаем с вами. По диагонали делим прядь. Вот я ее разделила.
Убираем ненужные волосы. Опять же, у меня где-то, наверное, полсантиметра прядь, не больше. Причесываете, берете захват в определенном месте. Делаем с вами выдох. Еще раз скажу, что место мы с вами определим сами. Насколько вы хотите сделать белее, либо темней, да, все волосы. От этого будет зависеть ваш выдув. Если вы возьмете здесь, у вас, конечно же, выдуется больше. То есть, если мы с вами берем в конце. Сейчас я вам покажу. Видите, у нас уже почти что не осталось в руке волос. Видите, сильно выдув получился. Разница большая. Где-то получается здесь 20, наверное, 25 на 75. Основные волосы у нас остались здесь. Поэтому вы регулируете, как вам будет, как вашей модели надо. Ей надо много белого, значит, соответственно, вы тогда берете поближе к корню. Если ей надо побольше своих натуральных волос оставить, то вы тогда подальше берете от корня для того, чтобы выдулось больше. Давайте еще раз с вами сделаем, потому что у меня ушел мой уже то, что я задумала. Да? Берем с вами фен, отодвигаем на нужное расстояние и выдуваем. Вот волос прекрасно выдувается, так как мы с вами еще его и распрямили ушками, хотя волос у нас кудрявый. Вот, у нас с вами идет теперь выдув. Теперь у нас в руке 40% осталось, видите? Здесь вот у нас осталось 60. Все, ничего не меняем. Дальше продолжаем. Берем фольгу. Какие длинные у меня бумажки. Постарались, мне помогли. Спасибо большое. Опять же, так как у нас с вами волос кудрявый, у нас, помните, он путается. Мы с вами разбираем, подставляем пальчик, вставляем нашу фольгу с планшетом. Сейчас, секунду. Соскочила рука, на вас посмотрела. И дальше уже с вами продолжаем красить. Перехватываем, натягиваем как нужно. Опускаете чуть-чуть фольгу, планшет. Если у вас здесь что-то осталось, мы с вами подчищаем и убираем за планшет. Для того, чтобы у нас здесь с вами лишние волосы не оставались. Ну, вы можете, знаете, как еще, если у вас будет, рука не будет двигаться, вы можете оставлять расчесочку так. Но вы должны тогда четко понимать, что рука двигаться не должна. Если вы двигаете рукой, то расчесочка у вас упадет. Мы здесь с вами начинаем работать. Опять техника та же нанесения. Я ее вытащу, потому что я сейчас отодвинусь чуть-чуть. Мне будет уже неудобно держать. Здесь, смотрите, нам надо с вами почистить обязательно. Видите, у нас здесь получается цвет, видите, другой. Поэтому мы с вами здесь все это чисто подчищаем, чистенько. У нас здесь был другой рисунок, поэтому дорабатываем. А вот здесь место, которое вы видите, я еще не прокрасила, оставила, но оно у меня беленькое, поэтому здесь я проработаю плексом, для того, чтобы просто выровнять оттенок. Теперь я проработаю этим беленьким порошком именно нашу вот эту зону, для того, чтобы все было у нас чистенько, беленько, сильно не осветлялось. А то, что вам надо осветлить, вы красите, естественно, основным вашим красителем, основным порошком. И дальше начинаем с вами складывать, чтобы у нас с вами все красиво было. Вы можете делать расческой. Да, вот так вот себе делать. Как, в общем, всегда все делают. Но я не трачу на это время, я подгибаю это все руками. Потому что с расческой получается просто дольше. Так, переходим дальше к следующей прядке. Берем и продолжаем. Смотрите, только здесь еще не забывайте, что там могло остаться. Вот вы дошли уже до нашей впадины затылочной, и мы с вами перейдем уже потом на ту сторону. Для того, чтобы у вас все-таки треугольнички были в направлении диагоналей симметрично. Опять же, выдув, вы помните, держим здесь руку на том расстоянии, сколько вы хотите выдуть. Да, смотрите сюда.
получилось, что у меня мало выдулось. Я бы чуть-чуть побольше сделала. Иначе будет много белого. Значит, соответственно, я смещаюсь по длине и еще раз выдуваю. Видите, выдулись еще волосы. Их, естественно, мы с вами подчищаем. Перехватите прядь для того, чтобы у вас не вытащились оттуда дополнительные волосы. И опять у меня получилось, видите, разделение где-то вот 30 на 60. Надо купить большой стол переносной. Опять же одеваем фольгу, и ничего не меняется, техника у нас с вами не меняется. Мы раздвигаем волосы, пальчиками себе помогаете, вставили большой пальчик и поставили на линию прядь. Все, дальше вы перемещаете уже ручку себе. Голова вниз. Значит, смотрите, остались ли у вас волосы. Если остались, помните, убираем все. Так как волос у нас кудрявый, он очень путается. Я, кстати, сейчас на той стороне попробую вам показать большую прядь. А то пообещала и ничего не сделала. Мы с вами наносим. Видите, я с середины начала, то есть я не подхожу сразу к краю. А затем уже тогда двигаюсь, когда у меня подчищена, получается, кисточка, уже продвигаюсь к корешку. Здесь я не использую флекс, как вы видите, у меня вся прядь темненькая. Поэтому рисунок вы, когда будете создавать, вы будете видеть, где и каким порошком вы будете красить. Обязательно хорошо промазывайте прядь, чтобы у вас волос пропитался. Но в пределах разумного, для того, чтобы у вас не вытекла потом краска, не вытек порошок на корень. И с вами давайте закроем. Сейчас я на ту сторону перейду, еще раз вам напомню, что покажу, как это будет выглядеть, если мы с вами берем толстую прядь. Сейчас я попытаюсь перейти сюда уже. Так. Угу. Да, вот в эту сторону. Где наши с вами инструменты? Тебя видно? Разверну. Сейчас мы с вами возьмем толстую прядь. Так, это у нас обычная прядь. Сейчас мы с вами потолще возьмем ее. И сразу будет видно, как она выбывается. Здесь тоже не очень толстая получилась. Ну вот, например, такой хочу сделать большой шаг. Вот, видите, толстая прядь. Вот я вот сюда заколю. О, какая толстенькая. И давайте попробуем ее выдуть, посмотрим. Видите, как плохо выдувается? Даже если я на край сделаю, посмотрите, видите, плохо выдувается. Долго приходится очень на нее дуть. И потом, естественно, придется дорабатывать, еще руками все вытаскивать. Видите, и, соответственно, она осталась все равно толстой, и прокрашиваться будет она плохо. Поэтому мы с вами все-таки работаем с более тонкими прядями. Именно для того, чтобы выдув у нас был с вами равномерный. Так, делим все-таки ее по диагонали. Видите, берем полсантиметрика. Где у меня вот она? И начинаем с вами работать. Убираем ее сюда, чтобы она не мешалась. Причесываем. И выдуваем. Видите, прекрасный выдув у нас здесь получился. Все удобно. Чуть-чуть вниз ее сделаем. Вот так, ага. Также мне здесь не нужно. Все в разных местах. Ничего не меняется. Натягивайте, пальчик подставляйте, вставляйте планшет. И дальше мы с вами приступаем уже к работе. Начинаем подальше от корней и дальше растягиваем уже поближе к корням. Так, здесь
переходите, перехватываете. Промазываете здесь всю. Как видите, у меня прядь вся темная. Поэтому все я прокрашиваю здесь. Также мы с вами заворачиваем, вытаскиваем. Еще раз. И конвертик наш закрываем. Дальше поехали. Также берем с вами полсантиметра. Ну, наверное, скажем так, может быть 0,7 даже получается. Ставите на определенную длину и выбиваем. Здесь, смотрите, у нас появился, видите, белый рисунок. Мы с вами очень аккуратно красим соседние, то, что темные. Поближе чуть-чуть подводим. Перехватываемся. Видите, у нас внизу темная прядь с вами, поэтому мы с вами ее прокрашиваем. А зону, которая у нас уже белая, нам надо ее всего лишь почистить. Я беру порошочек свой с плексами и наношу на ту зону, которая уже покрашена. Еще раз хорошо прокрашивайте, чтобы у вас не было сухо. Так, убираем с вами планшет. Кстати, вы можете работать и без планшета, если вам удобно, если волосы не очень длинные. Потому что промазать, конечно, очень длинные волосы без планшета сложно. Если вы работаете только с короткими, ну, со средней длиной или с прикорневой зоной, вам можно будет работать и без планшета. Это будет всего лишь техника мелирования. Вам удобно будет волосы, вернее, фольгу без планшета подносить. Неудобно мне совсем. Сейчас на секунду попробуем вперед подвинуть. Вперед, Алисенька, сделай. Угу. И дальше поехали. Значит, ищем там то, что у нас с вами было. Оно у нас вот оно валяется. И дальше едем. Отделяем опять же прядь 0,5-0,7. Убираете лишнее. Берем. Причесываете. Ставим на руку. Можете чуть-чуть развернуть фен, если вы хотите, чтобы выдох побольше был из середины, побыстрее. Видите, потому что остаются все равно мелкие. Еще раз повторю, волос у нас кудрявый, и он цепляется. Хоть мы с вами отгладили, но мы с вами отглаживали не на 100%, да, немного, для того, чтобы просто выровнять чуть-чуть структуру. И все это убираем. Волос у нас здесь остается. На мой взгляд, многовато осталось, поэтому я чуть-чуть еще сдвину руку. И еще чуть-чуть продую. Здесь у меня, видите, немножко, несколько волосиков вылезло еще. Убираем их пальчиками. И все, дальше мы с вами опять это красим. Планшет берем. Разделяем с вами опять прядку. Натягиваем и вставляем. Вот у нас с вами прядка. Помните, я говорила вам здесь, если есть волосики, да, вычищаем их.
перехватите ручку, чтобы вам было удобно. Вот так. И с вами его вычищаем сейчас. Видно? Я не закрыла. Вот так. Вычистили. И дальше красим. Здесь же опять, видите, белая прядь у меня идет, поэтому очень аккуратно работайте с ней. Работаем темными на темные зоны. На белую зону наносим с вами порошок белого цвета, который с плексом. Для того, чтобы просто почистить. И все опять дальше закрываем. Конвертик готов. Переходим дальше. И, значит, вы смотрите, так как мы с вами работаем лево-право, да, для того, чтобы не уйти далеко, значит, соответственно, вы смотрите, пора ли вам на эту сторону. Да? Я думаю, что нам уже можно переходить хоть на ту, хоть на эту, но так как я сюда уже перешла, сюда возвращаемся. Опять отделяете прядь, эту закалываете и продолжаем работать. Так, фен у меня там остался, сейчас я его возьму. Вот смотрите, кстати, у нас есть две мощности у фена, да, маленькая и большая, видите? Маленькая, большая. Работайте лучше на маленькой. Развернуть можете для того, чтобы направленный выдох был. Видите, здесь уже оно путается больше, видите, сложнее. Что в этом случае делаете? Видите, вот. В этом случае мы с вами делаем по одной. То есть мы убираем с вами лишнее. И у меня теперь, видите, плотнее прижалось уже к корешкам. Вот так, под начес сделали, видите? Вот теперь уже у корней там, вот я вам покажу, она почище стала прядь. Все, дальше ничего не меняем, опять ее красим и упаковываем. Делим, вставляем, натягиваем, работаем. Начес у вас там немножко вылез, убираете его вот туда, все, спрятали и красим. Хорошо промазываем. Так, что там пишете? Как вам? Ничего я не увидела. Капус. По-моему, я там прочитала. Капус вы меня спросили. Капус никак. Мне не нравится. Ни консистенция, ни как работает, честно вам скажу. Поэтому капус, ну так как он у меня остался, я его взяла для пробы. Я использую только для создания чистых блондов. Только для обесцвечивания корней, либо для снятия цвета. То есть мне реально не понравилось, как он работает. Так, дальше с вами идем. Я перехожу сейчас в ту сторону, потому что у меня уже там сейчас будет треугольничек уже. Так, что я тут взяла? Не вижу. Треугольничек взяла лишний. Так, дальше причесываем опять и выдуваем.
Так, как мне прочитать, интересно, ваши здесь смски? Скажите, куда мне надо нажать? Ответьте мне, пока я смотрю на вас. Не знаю куда. Сейчас я попробую вот здесь нажать, посмотреть. Здесь какой-то суперчат, сообщения от спонсоров. Видны все сообщения, чат. Так, видны все сообщения. Где? Ничего не поняла. Ничего у меня не произошло. Открыть все сообщения. Нет, это скрыть. Не знаю, честно. Так, добро пожаловать в чат. Не знаю. Что-то я нажала, но ничего у меня не происходит. Ну, короче, вы пишите тогда. По мере того, как я смогу посмотреть, я тогда на вас буду отвечать. Видите, еще не научилась. Когда вы меняете направление фена, помните, если вы дуете так и дуете так. Разница в том, что направленный получается воздух конкретно на прядь. Поэтому тоже можете это использовать. Вот опять же, видите, у меня с вами повышенная пушистость, волосы здесь собираются. Поэтому мы с вами так же делаем, где расческу вот она, подчесываем сюда поглубже, чтобы нам не мешались, они на нас не выскакивали. Видите, я туда убрала все. И дальше продолжаем красить. Сынок, а там не получится никак, что ты подошел и смотрел, что девчонки пишут, чтобы читал меня. Надо какой-то второй телефон вывести. Ага. А может быть открыть в компьютере? Ты можешь зайти, читать, смотреть? Вот, а можешь открыть там планшет, этот ноутбук у нас стоит, может быть получится что-то? С моего? Вот у меня же стоит, вон. С этого не надо, он рабочий, а он же стоит, у меня еще мой. Давай задействуем его. Здесь мы с вами прокрашиваем всю, как видите, она вся у нас темная, поэтому мы с вами работаем по всей длине. Смазывайте, как всегда, хорошо, потому что нам надо с вами получить красивый ровный цвет. И, значит, смотрите еще, если вы здесь наложили верхнюю часть выше, вы всегда можете подкорректировать нижней частью. То есть вы можете развернуть пальчики, поставить, вот как я вам показываю, и дальше уже скорректировать и закрыть, чтобы верхняя часть была короче, а нижняя заходила чуть выше. Вот так готово. Значит, вот когда мы с вами дошли, уже видите, до центра, у нас с вами треугольничек здесь получился. Сейчас я с той стороны встану и вам покажу, как мы делаем с вами треугольничек. Он у нас по толщине, тот, который нужен. Причесываете также. И треугольничек мы с вами будем делать ровно. Также ставите на нужную длину, отводите и продолжаем. Если выдувается плохо, помните, отодвигаемся по длине, выдуваем, переворачиваем для того, чтобы выдув был направленный. Ну вот теперь посмотрите, видите, достаточно хорошо выдулось у нас все. Вот у нас волосы. Как мы с вами и хотели. Опять же, видите, как путаются, так как они у нас кудрявые, хоть мы с вами и отгладили. Опять же, берете расческу, причесываете. По-моему, я что-то тут у меня щелкнула с расческой, или мне показалось. Кстати, это расческа, которая для мелирования. Видите, она с такими зубчиками.
Но здесь в данный момент я ей сейчас не пользуюсь, но я ее подготовила, потому что я думала, что какие-то места можно будет вам показать, как работать с ней. Дальше мы продолжаем красить. Натягиваете. Пальчик поставили свой большой. Планшет подсунули. Перехватили, чтобы удобно вам было. Видите, торчит чуть-чуть. Убираем за планшет. Все, почистили и теперь дальше красим. Елена спрашивает, почему пудра не Шварцкопф? Так, почему пудра не Шварцкопф? Да, на этот вопрос я уже отвечала. Пудра не Шварцкопф, потому что в данный момент у меня просто Шварцкопф закончился. Я работаю на разных брендах, я подбираю порошки именно по качеству волос. Так как я уже попробовала не один, я знаю, как они работают, на какой уровень они поднимают фон осветления. А все зависит от того, какого качества волосы пришли, да, которые на клиенте. Не сами волосы, а, естественно, клиент с волосами. И насколько тонов мне надо поднять. То есть от этого всего я как бы и подбираю порошок. Есть волосы очень чувствительные, нежные, есть волосы достаточно толстые, есть достаточно темные, есть которые волосы и не темные, но в то же время очень плохо осветляются, то есть очень желтый, очень стойкий желтый пигмент, желто-оранжевый. Поэтому от этого вы все и подбираете. Но 9+ я не работаю. Мне не нравится 9+. Так, и все, значит, переходим с вами к следующему блоку. Вот он у нас. И в этой же схеме мы его с вами будем прорабатывать. Какой следующий вопрос у нас? Лада пропустила, какой процент оксида и соотношение? Ага, значит, у нас с вами идет, как правило, я уже там в самом начале, когда мы разводили, я вам отвечала на вопрос на этот. У нас с вами все зависит от того, с какой скоростью вы работаете. Если вы работаете быстро, то вам надо начинать с 3%. Если вы работаете медленно, то достаточно будет и с 1,5% начать. Все, как видите, у меня вот этот блок выделен, и я с вами начинаю продолжать. Опять же, диагональными проборами мы с вами делим 0,5-0,7, не больше. И дальше выдуваем. Дальше какие вопросы? Ну, про капус ты уже отвечала. Да, про капус я уже сказала. Капус мне не очень нравится. Ну, может быть, я просто мало на нем работала. Я просто пробовала его в мелировании. Он раздувается сильно. Меня хорошо слышно, да? Он раздувается, капус, сильно. Мне вот это вот не понравилось. И у него фон осветления идет медленно. Я работаю так, как я работаю всегда быстро. Это я сейчас работаю медленно, вам показываю, чтобы вы все видели и какие-то вопросы задавать успевали. А я работаю достаточно быстро. И поэтому мне надо, чтобы у меня все было четко. Я начинаю работать с 3% конкретно, я всегда. И заканчиваю я 9%. И снимаю, как правило, так как я быстро работаю, я снимаю одновременно потом все. Но в данный момент мы, скорее всего, будем снимать по очереди, по блокам, по зонам. Потому что я сейчас вам показываю, и я не тороплюсь. Там вопросов больше нет. Спрашивайте, девчонки, у меня теперь есть кому читать. Все, у нас с вами теперь на вопросы буду вам отвечать. Тут есть мужчина. Мужчины, тогда спрашивайте все, и мужчины тоже. Я даже очень рада буду, потому что у нас очень много клиентов, которые идут именно по половому признаку. То есть нравится, когда с их волосами работают именно мужчины. Так что, мужчины, пожалуйста, задавайте вопросы, не стесняйтесь.
Я как бы жду, поэтому молчу. У меня сейчас в технике ничего нового, как вы видите, нет. Я делаю, повторяю то, что я вам и рассказывала. Поэтому мы можем с вами просто пообщаться. Могу вам просто рассказать коротко о том, что я открыла студию в себе. Ну, вернее, это уже у меня не первая студия. Просто за время пандемии я, конечно же, разорилась, как и большинство моих коллег. И вот с лета я открыла себе сейчас еще одну студию, поэтому мы проходим обучение здесь. Здесь очень удобно, я все подготовила. Также у меня здесь даются места в аренду. Так что, если кто-то хочет быть в моем коллективе, пожалуйста, приходите. Поработаем вместе. Так, не подцеплю никак. Конечно же, у меня здесь нет ассистентов. Все очень красиво, когда мастера работают, и еще кто-то ассистирует, помогает. Получается все так быстро. Но мы с вами работаем как настоящие мастера. Мы делаем все сами. Эй, сынок, у меня упало, сынок. А? Завязывай, ходить. Нет, попусти просто. Не мне. Угу. Ставь туда, да. Спасибо. Так, ну вот у нас с вами здесь порошок заканчивается, тот, который мы первый развели. И мы с вами идем за следующей порцией. Ну, я вас сейчас уже передвигать не буду, вы пока мне можете писать, а я пойду разведу, значит, скажу вам одно. Значит, если у меня первый заход был 3, то сейчас я буду делать 4,5, то есть для того, чтобы немножко убыстрить. То есть, если 1,5, то... Если 1,5, то следующий шаг будет 3. Так, сейчас я приду вам, принесу еще одну порцию. Сколько часов такая процедура? Как правило, AirTouch у нас по времени, если вы делаете полностью AirTouch, то есть у нас с вами девчонки, как правило, ходят долго же с ним, поэтому вы смотрите по поводу, как сделать. Потому что я вам чуть-чуть потом попозже покажу. Можно делать один раз длинную процедуру, один раз короткую. Вот в данный момент мы делаем длинную, потому что уже давно ничего не делали. То есть волосы отросли, и у нас уже была короткая процедура, поэтому мне надо теперь весь рисунок заново создать. Значит, на длинную процедуру, как правило, уходит 2 часа только нанесение. Окрашивание и тонирование большая разница? Окрашивание, смотрите, если мы с вами окрашиваем волосы, мы с вами поднимаем базу, да, либо затемняем, либо осветляем, все зависит от этого, либо у нас седина, то есть что-то мы для чего-то это делаем, да, а тонирование у нас идет, мы можем с вами тонировать на мокрой в мойке, и у вас тогда останется цвет как бы на свою базу натуральную, то есть она не тронется. Разница именно в том, что вы хотите, какой вы эффект хотите получить. Если вы хотите получить растяжку цвета, такую, как при балаяже, то тогда красите и растягиваете. Но у нас с вами именно вот эта техника AirTouch,
она дает самую мягкую растяжку, просто самую мягкую растяжку. И, соответственно, у нас, я бы не стала бы красить, если нет седины. Да? То есть, если есть стопроцентная седина, вы должны создать, придать новый цвет. А если у вас седины чуть-чуть совсем, то мелирование, оно ее перемешает, эту седину, и ее не видно будет. То есть, это вообще идеальный вариант для того, чтобы скрыть седину. Поэтому мы нашу модель, конечно, будем просто тонировать на влажные волосы. Мы можем в мойке затонировать, можем так, это вы как хотите уже. Так мы и сделаем. Но тонировать мы будем на влажные волосы, потому что у нас есть единичные седые, но это, наверное, 1% из всего. Оно вообще не принципиально, об этом даже не задумываюсь. Мы создаем эффект аэртача именно для того, чтобы плавно-плавно создать более светлый, мягкий вот этот переход, потому что идет светлый цвет, да, моей модели, и поэтому мы будем его делать. Но хочется ходить долго, а вы знаете, что сделав технику вот эту аэртач, то есть вот этот мягкий переход, люди некоторые ходят до года, потом и к вам не приходят все это время. Поэтому вы уже, все зависит от вашего ритма нанесения. Некоторые наносят дольше, некоторые быстрее, все зависит именно от вас. Но конкретно здесь вот такие вот длинные волосы быстро не нанесешь, как вы видите. И плюс еще от густоты, кстати, еще зависит. Если волос не густой, то, конечно, побыстрее все получается, потому что просто-напросто меньше количество, меньше объем работы. И еще, конечно, еще зависит от того, прямой волос, либо не прямой волос. Потому что с прямым волосом работать гораздо проще, чем с кудрявым. Потому что прямой волос, он идеально прямой, и, конечно же, выдувается он легче, он не цепляется. А здесь, как видите, мне приходится еще усилия прилагать для того, чтобы вычесать этот волос, выдуть. Он просто конкретно, кудрявый волос, цепляется друг за друга, поэтому с ним гораздо сложнее работать. Ответила я на ваш вопрос? Да, тебя благодарили. На здоровье. Давайте дальше спрашивайте. Значит, вот смотрите, у меня вот здесь конкретно уже получилось много. Видите, широкая достаточно прядь. Поэтому я понимаю, что мне пора переходить сюда. Потому что у вас должно быть все равномерно. То есть мы с вами должны быть, как вы помните, вот она, видите, у нас это центр. Я ушла дальше. Поэтому я это оставляю. Я ее сейчас уже не беру. Я перехожу на другую сторону. Так, и продолжаем. Кстати, хотела вам как раз сказать, короткое мелирование, короткое у нас с вами окрашивание, длинное окрашивание и короткое, как я вам говорила. Если вы вот обратите внимание вот на эту конкретно прядь, видите, здесь у меня покрашена вот эта вот зона. То есть получается, когда у нас с вами короткое окрашивание, мы будем красить только видимые зоны. То есть зоны по контуру, да, то есть получается зоны по окантовочной, по линии роста волос. Потому что если ваша модель, ваша клиентка поднимает волосы, все это тоже красиво, мягко переходило и не было черного, как вот видите, в середине много темного. Чем тоньше вы берете пряди, тем лучше выдувается, еще раз напомню. Поэтому вы регулируете сами пряди. Особенно хорошо выдуваются тонкие, когда именно кудрявые. Ну, прямые, само собой, по-любому выдуваются хорошо. Но вот очень тяжело работать с кудрявыми, поэтому вы просто это имейте в виду. Что чем берете тоньше, тем лучше и легче вам будет работать. Начинаем, как всегда, не от корешка,
а чуть ниже, а дальше уже растягиваем краситель. Если волосы натуральные, не крашеные, вы можете также работать и просто спецблондами. Если у вас ваша клиентка не хочет белоснежные кипель на волосы, вы можете работать спецблондом. Он у вас даст такой естественный выгоревший оттенок. Пока моя модель будет сидеть в краске, я вам покажу мужскую короткую стрижку. Подстригу, чтобы мы с вами не тратили время впустую. Так что оставайтесь со мной. И стрижка будет машинкой. Ну, конечно же, руками мы с вами тоже будем дорабатывать ее обязательно. Если вам интересно, как работать будем машинкой с разными насадками, так что оставайтесь, будем смотреть. Пальчик поставила наш планшет и натянула волосы. Супер вытянули волосы, чтобы потом жгутом свернуть. Хотите, делайте до пола себе фольгу, как вам удобно. Хотите, найдите такой себе планшет, длинный-длинный, во весь ваш рост. И работайте, как вам удобно. Так как вы видите, мне планшета не хватает, а я хочу упор. Поэтому я сворачиваю жгутом, что, естественно, потом я распрямлю, когда буду мыть. И про пальчик там не поняли. А? Про пальчик не поняли. Про пальчик сейчас я вам объясню еще раз, покажу. Значит, вот смотрите, мы выдуваем. Убрали, естественно, все волосы. Но если вы посмотрите, вот я их пытаюсь убрать, они у меня кудрявые, видите, они у меня не убираются. Вот, видите, они мешают. Вот здесь вот я не могу их разорвать хорошо. То есть у меня не чисто получается, нижний волос поднимается. Поэтому я делаю что? Чуть-чуть убираете волос, то есть как бы подначесываете туда. Дальше мы с вами берем планшет, и нам надо будет вставить. Я сейчас вам еще раз покажу, как я делаю палец для того, чтобы прижать нижний волос. То есть пальцем я нижний волос прижимаю для того, чтобы планшет у меня встал ровно. Вот смотрите, я беру, конечно же, разделяйте на две части. Видите, вот я разделила на две части. Нижнюю, то, что я выдула, и верхнюю. Я разделила, видите, натянула, видите. Дальше поставила большой палец на линию, видите, вот линия у меня здесь, для того, чтобы у меня нижний волос не поднимался. Теперь я перехватила планшет, поставила на место своего пальца, то есть на линию. И когда я с вами опустила в мою прядь, у меня волос нижний не вылез, он остался внизу. Вы можете его попытаться там еще подтянуть, если вам надо. Вот я снизу его тяну, видно. Но все равно у меня уже хорошая чистая линия, потому что я с помощью своего пальца ее остановила. Она не поднимается. Здесь вы чуть-чуть зачищаете, если что-то у вас вылезло. И дальше уже просто красите. Таким образом удобно. Просто удобно. Получается, нижний волос у вас не поднимается. Вы его
задержали пальцем, и дальше уже планшет встает хорошо, и можете дальше наносить. Не выскакивает сюда. Если вы уже пробовали окрашивать с помощью планшета, вы помните, что волос нижний, он все время поднимается и старается сюда на бумагу лечь, на нашу фольгу, на планшет сверху. А соответственно, получается, мы его можем покрасить. И получится просто клякса, будет некрасиво. А нам нужен с вами идеально четкий рисунок. Здесь вот смотрите, видите, у меня чуть-чуть посветлей прядь уже пошла внизу. Поэтому я, скорее всего, буду использовать белый уже порошок. Видите, я положила его рядышком. И они у меня совершенно не соприкасаются. Кстати, если у вас все-таки цвет какой-то неравномерный, вы можете немножко нанести поверху, еще и создать вот смесь этих порошков между собой. Когда вы закладываете фольгу, видите, у меня там они не перемешиваются, лежат рядышком. То есть у меня не смешивается этот краситель между собой. Они лежат очень аккуратненько. Пальчиком просто решали. Да, ну все отлично. Главное, вы попробуйте, это просто удобно. Наши руки – это наши помощники. Вот мы с вами уже, видите, доходим до центра, да, взяли нашу прядь, которая у нас с вами была здесь, и продолжаем делить. Мне кажется, я тут плохо. Это ясно, я поняла. Это верхняя наша с вами уже. Я работаю на небольшой скорости мощности фена, чтобы у меня не разлеталась фольга, потому что если вы направите немного неправильно фен, у вас может фольга открыться и слететь, поэтому тоже будьте очень аккуратны. Так, видно, да? Все. Ничего не закрываем. Оставили. Натянули. И дальше мы с вами красим. Если у вас здесь пушок выскакивает, вы можете здесь зажимом прикрепить его. Наносите хорошо, чтобы у нас пропиталась прядь. Обязательно. Вот смотрите, видите, у меня здесь тоже хвостик беленький. Поэтому аккуратненько работаем. То, что темное, мы с вами красим порошком с оксидом посильней, который вы уже развели для этой зоны. Чуть-чуть я вот хочу подвинуть для того, чтобы положить сюда дальше уже рядышком мою прядь, которой у меня будет окислитель слабый. Все, здесь я почистила. Вы можете даже не до конца насквозь ее проводить, просто для того, чтобы чуть-чуть зачистился. Если вы боитесь, что волос у вас отвалится, то будьте аккуратнее. Оксида кладите, не оксида, а красителя кладите когда меньше. Но вы помните, мы с вами развели так, что у нас 1 к 4 идет. То есть у нас мощность там совершенно слабая. А если вы стянете фольгу в мойке и протянете на волосы, у вас мощности не хватит для того, чтобы зачистить.
Не подцепишь. Угу. Десяток сразу же подытянется. Растягивайте, видно, волосы, да, чтобы они даже не мешались. Перехватите, чтобы у вас натяжение пряди получилось ровно. Так, видно хорошо. И поставили. Так, здесь нам придется зачистить. Так как я рукой боюсь закрыть камеру, поэтому пальчик поставила не очень ровно. И здесь, как вы видели, немножко у меня вылезло. Поэтому дальше работаем. Я развожу порошок понемножку. Если вы помните, если вы в курсе, как работает у нас порошок. Самое мощное, это первый идет 20 минут. Поэтому лучше не ленитесь и порошок разводите понемножку, для того, чтобы у вас всегда свежий был состав. За счет этого у вас будет чище работа. Так, смотрите центр, нормально, видите, мы уже дошли с этой стороны к центру. Так что уже аккуратно, надо будет начинать лево-право вам делать, чтобы не было движения в сторону. Спрашивайте про окраски. На каких красителях, вот вы меня все время спрашиваете, я люблю, и какие мне больше нравятся. Я работаю на всех красителях. Я, скажем так, пробую все красители. Вот, как бы вам показать, растянула, палец положила. Вместо пальца теперь поставила. Вот, показываю вам еще раз, чтобы вы поняли хорошо, что такое работа с пальцем. Так, красители я использую разные. Я, естественно, смешиваю их между собой. Я люблю, скажем так, смешивать именно для создания нового цвета. То есть я создаю новые цвета сама. У меня нет каких-то определенных конкретных цветов. У меня у каждого клиента свой цвет. И когда спрашивают моих клиентов: ой, скажи мне, а чем тебя покрасили? Клиент никогда не знает, чем я его покрасила. Я люблю все-таки цвета такие, скажем так, многогранные, с переливом. То есть я смешиваю красители между собой 3, могу 4 смешать. Я активно работаю с микс-тонами, поэтому у меня никогда не получается одинакового цвета. Я делаю, нет, конечно же, на одном клиенте, если ему нравится его цвет, я буду делать его цвет. Но я имела в виду про разных клиентов. То есть на всех клиентах у меня индивидуальный цвет. Так же, как и делаю стрижки. У меня все стрижки, ни одна стрижка не похожа на другую. Может быть, со стороны, когда вы смотрите мои видео, там вам будет казаться, что я делаю одинаковые стрижки, стригу одну, вторую. Но никогда одинаково не бывает. Почему? Потому что у нас с вами разная структура волоса.
у нас разная внешность и разный рост волос. И, конечно же, исходя из этого, мы немного меняем направление формы, да, и подбираем. И поэтому всегда люди у вас получаются все-таки разные. У вас никогда не будет одной и той же стрижки на двух разных людях. Никогда. То есть каждая стрижка у нас с вами все-таки индивидуально получается. И в своих видео я учу вас подходить к этому ко всему творчески. То есть мы с вами соединяем формы. Учу вас соединять формы. А что я даю, естественно, когда вы занимаетесь со мной? Я вам, конечно же, основное ставлю ручку на классику. Классика, она у нас никогда не выйдет из моды. Классика – это основная стрижка. Классика – это формы. Их всего 4. То есть вот благодаря этому вы научитесь потом, когда вы поймете, для чего эта форма и в каком случае мы ее используем, дальше вы будете создавать свои шедевры. Я поставила кнопку, если вы видели, обратили внимание, спонсорство. Я, да, раньше не могла ее поставить, я еще не смогла разобраться. Но вот я поставила, так что спасибо вам большое, что вы ее активно уже используете. Мне очень приятно, что вы поддерживаете мой канал, что вы стимулируете меня для того, чтобы я вам еще больше записывала, показывала. Вы в чате можете задавать конкретно интересующие вас вопросы в сообществе в нашем, задавать именно на тему, если у вас что-то конкретно не получается. То есть мы с вами разберем вашу наболевшую тему, устраним ваш пробел. Вы можете даже не сомневаться, я думаю, что мы найдем, в чем причина, и вы уже потом в дальнейшем будете справляться самостоятельно. Так что не стесняйтесь, пишите, задавайте мне вопросы, мы с вами обо всем об этом поговорим подробно. Так, смотрим, по-моему, пора переходить на ту сторону. Здесь еще у нас большой треугольничек, мы еще его не делаем, нам надо еще будет пройтись. Это очень толстый треугольник у нас. Видите, я не увидела, я же в прошлый раз еще отделила прядь. Так что это пока убираем. Сейчас мы ее приколем с вами, чтобы она не улетела, когда мы будем выдувать. Не пропускайте ничего и не забывайте. Что вы молчите, пока я здесь с вами вживую? Задавайте интересующие вопросы. Вопросы по видео по предыдущему. По предыдущему? В предыдущем видео. А какие вопросы там? А если не сместим треугольник, что будет? Что еще раз? А если не сместим треугольник, что будет? Вы не знаете, к какому это видео относится. К этому видео. Мы же треугольник вот этот делаем с вами, поэтому, ну, на самом деле ничего не будет, просто вы будете диагонально идти сюда, просто будет другой рисунок. Сейчас я вам эту прядь уже докрашу, и я вам покажу, как определить, в какую сторону будет выглядеть и как будет выглядеть рисунок, потому что это тоже основное, от этого вы пляшете. Сейчас уже докрашу прядь, потерпите, пожалуйста, чуть-чуть. Есть вопрос? Что еще раз? Еще есть вопрос.
Сейчас. Ну, давай пока ответим, пока я крашу на второй. Если челка покороче шторку, и нужно ее свести с длинными волосами, при этом только спереди. Так. Сзади лесенка не нужна. Мы также тянем пряди на лицо. Нет. Пряди не тянем на лицо, пряди тянем в пол. Нет, не тянем абсолютно на лицо, иначе вы создаете градуировку. А нам этого нельзя. Мы, как правило, в этом случае, так как у нас идет длинное с коротким сведением, мы сводим это скользящим срезом. Нам нельзя тянуть никуда, только в пол. Так, я сейчас пойду разведу следующий заход. Про треугольник не скажешь пока? Про треугольник я сейчас покажу. Я сейчас приду, разделю, я следующую прядь. Мне же красить надо. Сейчас я все расскажу. Так, вот эта зона у нас уже считается самой холодной зоной, поэтому я уже перехожу сюда. Здесь у меня 6% оксид. Так, вот смотрите, значит, как мы с вами рисунок делаем, подбираем. Вот у вас прядь. Если вы на нее посмотрите, с вами выдуваем. Прядь ложится, рассыпается, соответственно, перемешивается. Если вы на эту прядь посмотрите с этой стороны, допустим, если вот здесь, да, ну хорошо будет вот здесь видно, на топ-зоне, потому что здесь не очень видно, то вы должны понимать, если прядь падает вниз, она у вас будет полоской. То есть вы должны понимать, какой рисунок вы создаете. Если у вас будет падение, будет рассыпаться в эту сторону, да, то есть если вот падение. А если у вас, я вам покажу лучше на этой зоне, здесь не очень понятно. То есть вы должны понять, если у вас падение волос вниз, и вы сделали диагональ вот так, у вас будет просто четкая полоса белая. То есть вы тоже должны иметь в виду, вы хотите, чтобы у вас рассыпалось, все перемешалось, либо было полосками, как при классическом мелировании. От этого тоже будет зависеть. Давайте вот перейду я когда в топ-зону, я вам покажу, чтобы вам было это более понятно. Так, вы там спрашивали вот про треугольник. Скорее всего, может быть, это треугольник, вы спросили про лисий хвост. А можно еще раз, Сереж, вопрос повтори мне? Потому что я вам видео уже выставила только вчера про лисий хвост. Наверное, это вопрос был по поводу него. Что там? Если не свести треугольник, что будет? У вас тогда не будет именно вот этого четкого лисьего хвоста, потому что у нас с вами именно стрижка заключается в этом треугольнике. То есть именно форма, как бы вы ни двигали волосами, как бы вы ни ходили, как бы у вас волосы не были причесаны, у вас образуется на затылке четкий треугольник. Это сама суть стрижки. Если у вас не будет треугольника, у вас не будет лисьего хвоста. У вас будет какая-то другая стрижка, но никак не лисий хвост. У тебя? Ну, может быть, зависло, нет? А. У меня, да, вроде двигается, но я не знаю, работает или не работает, я не в курсе. Ответьте, пожалуйста, видео работает? Вы его видите? Напишите мне, пожалуйста. Или мне надо выйти и перезайти снова? Не ленитесь, у нас с вами 2 миски. Не забывайте, чтобы концы остались живы.
Если ваша клиентка не хочет расстаться с волосами, обязательно 2 миски разводите. В одной оксид посильней, в котором вы работаете основные зоны, второй для того, чтобы почистить. Да, Миша? Да, Миша. Да. Нет. А, ну звонил в первую половину дня. Здесь у нас с вами, Нет. видите, получается маленький уже. Сейчас его сделаем Пока и еще перейдем не уже на наверное, центр. решает еще. Видите, я вам подобрала модель со сложными волосами, но, к сожалению, работа. Так что слушайте. И по работе ничего не тоже. делал, не давал вообще данные, ничего вообще. Что? Все работает, пишет. Все, спасибо большое. Давайте тогда продолжать. Да. А обратно когда? Хорошо, обязательно промазываете. Вопрос у меня Чтоб еще. сухая Вы прядь тоже не ездите или осталась. нет? Или пока едет только на вас? На всех, да? Ага, все до четверга, и он тоже до четверга. Как видите, хвостик беленький. Ага, и вы, И у значит, меня если другой едет, порошок. нужно узнать еще все. Ладно, хорошо. Дочищаю. Все. С воскресенья до четверга. В четверг утром вылетаете обратно. Да. Ну вот мы с вами перешли как раз уже на наш Хорошо. треугольничек. Сейчас будем его выдувать. Хорошо, все. Хорошо. Хорошо, тоже причешите его, не забывайте о том, что у нас волосы Да, здесь да, да. кудрявые, Сейчас давай пока спутываются. помню, быстрее напишу. Сейчас я в другую сторону перейду, Да, чтобы да. вам видно было. Хорошо. Да. Да. То есть я отвела. Значит, смотрите, вы держите, не поднимаете, да, держите ровно для того, чтобы ровно выдувалось. Видите, как хорошо видно, да? Я надеюсь, хорошо видно. Я стараюсь, чтобы вы видели. Единственное, мне сейчас будет здесь неудобно заворачивать ее, чтобы не подойти так. Ну вот, наверное, с этой стороны подойду. А то сейчас вам все закрою руками. Не видно было вам, да, что я сделала? Так, повторяю. Разделила, пальчик поставила. Видите, у меня линия соединения идет. На пальчик, вместо пальчика поставила. Так, сейчас бы мне теперь перехватить, не очень удобно. Так, и все, и мы красим. Сейчас я чуть-чуть все-таки задвинусь, мне неудобно. Вот так, сюда подойду. И мы с вами красим. Не забывайте о том, что все-таки температура по всей пряди разная. Поэтому если у вас волосы достаточно темные
и крашеные, или просто темные, и вы красите первый раз, то у вас может получиться разница в цвете у корней и на концах. Это тоже надо будет учитывать и, возможно, брать тоже 2 миски с разными оксидами. Переходим уже к следующей нашей зоне, к нашему блоку. Вот он. Видите, какую я вам модель лохматенькую подобрала? Видите, сколько волос? О, красота! Прям мечта, просто мечта. Давайте только поставим теперь модели голову ровно, потому что вам надо работать. А люди, когда сидят долго, они забывают, что они находятся у нас. Отвлекаются. Поэтому убирайте верхнюю зону, чтобы вам не мешало. Все. И теперь мы с вами приступаем, работаем дальше. Вот видите, у нас тут единичные седые волосы, вот они попадаются, вот они. Мы на них вообще внимания теперь не обращаем, по той причине, что у нас с вами специальное окрашивание. Вы можете делать выдув побыстрее, естественно, помощнее, посильнее. За счет этого у вас увеличится скорость работы. Но я вам сейчас все показываю медленно, чтобы вы все усекли. Не больно, Олег? Нет. Нет, видите, хорошо, модели не больно. Так что дергайте на здоровье. Не, ну, конечно же, вы делаете это аккуратно. Не надо уж сильно усердствовать. Волосы не должны у вас остаться в руках. Рядышком положили, видите, я подчищаю уже другим порошком. Так, а здесь чуть-чуть, ага, я не вижу. Угу. Пряди. Еще раз повторю, толщина пряди у нас где-то 5-7 миллиметров, не толще. Чем тоньше вы будете... Расческа сломалась. Вот так вот. Очень плохо. Меня. Ага. Причесала.
Видите, здесь опять спутываются, поэтому мы с вами берем расчесочку и чуть отчесываем их. Теперь, видите, они легче разделяются. Это у меня неактивные зрители. Поговорить мне хочется, все молчат. Молчат, нет? Да. Молчат. Вы можете сходить себе чайку налить и приходить ко мне снова. Пока у меня все действия повторяются. Мы с вами изменим только немного, когда перейдем уже на топ-зону и на виске.
Мисина, поставь, пожалуйста, чуть-чуть. Ага. А то у меня голова падает. Все пошли перекусывать, я так поняла уже. Ну, конечно, обед уже, наверное. Угу. И Сережа тоже. Вы полголовки сделали? Да, полголовы сделали. И еще половину, да? Угу. Она уже такая тяжелая, говорит. Конечно, фольги тоже сколько. Тем более фольга-то волосы длинные. Фольги много. Я еще только друбила. Да, ты еще такие длинные нарвала. Сколько микрон фольгу лучше применять, если я правильно назвала? А вы знаете, я люблю 16. 18 она очень толстая. 14, 12 она очень тонкая. Я рекомендую 16. Это самый такой вот универсальный, скажем так, размерчик. Самый удобный. Видите, опять спутываются, поэтому мы с вами обязательно дочищаем с начесом. Убираем волосы, отодвигаем.
Видите, здесь у меня было мелирование, здесь, видите, совсем мало. Вот эту зону очень аккуратно делаю, чтобы у нас волос остался живой. Красим вокруг. Ты мне помогаешь, что ли? Или ты вот задаешь вопросы Да, сам от себя? да, от себя. Ясно. Работаем очень аккуратно с этой зоной. Просто видно. Что? Цвета разные волос не видно. Не видно? Мне кажется, видно. У меня это не цвет, мне кажется. Мгм. Теперь уже берем вторую и здесь уже дальше дочищаем зону. Второй порошок имеется в виду, вторую кисточку. На те зоны, которые надо почистить, наносим более слабую краску, более слабый порошок. Что там? Скатилась я. Хорошо. Устала я уже. Ну, извините. Кто отрастил столько волос себе? Да. Да, надо сейчас подвинуть, чтобы видно было подальше. Тогда, раз ты у нас выросла, так вообще-то надо тебя тогда опустить, я теперь буду ставить. Сейчас. Ну давайте, Света. Не, подожди, я сейчас с той стороны подойду, и может быть нормально все будет сейчас. Аккуратно, это другой процент оксида. Что? Аккуратно, это другой процент Да, оксида. совершенно верно. Сереж, у меня сейчас подключи, пожалуйста, подведи, у меня сейчас телефон сядет. Да, это другой процент оксида. Мы с вами, помните, развели две миски. И берем из них вот одна миска, которая здесь белого цвета, которая с плексами, это вторая, вот другая. Кладем рядышком и теперь чищаем.
Как что? Китайский доспех. А, да. Ты бы знал, какая она тяжелая. Да я верю, когда так ты нелегкая, когда завернутая. Это почти пачка целая. Лишь не целая. Да, вот так. Какие расходы несем, а? Сколько первые пяди максимум по времени можно держать? Значит, смотрите, чем меньше окислитель, тем дольше можно, соответственно, держать. Вы же хотите на определенный уровень поднять, правильно? Если вы будете держать 50 минут. У нас с вами есть как бы определенная, скажем, шкала, насколько поднимает какой оксид. И, соответственно, если мы с вами начинаем со слабого окислителя, то у вас время увеличивается в 2 раза. Сейчас, секунду, я выключу эфир, если есть вопросы. Да? То есть 1,5 часа. Да, можно 1,5 часа, можно 2 часа. Волосы, если вы добавили туда еще всякие плекс защиту, у вас еще больше замедляется процесс. Все от этого зависит. Если вы 1,5% сделали, развели там 1 к 2, 1 там к 3, у вас может увеличиваться время выдержки до 3 часов. Мы можем с вами разными техниками ослабить действие порошка. Коробочку сложилась в место. Вы все равно обязательно контролируете как бы свои пряди, которые вы делаете. Если вы чувствуете, по времени уже много прошло, вы постарайтесь, может быть, аккуратно подлезть и посмотреть, на какой фон осветления у вас вышла прядь. Смотрите, потому что у нас бывает так, что вроде вы думаете, девочка темненькая к вам пришла, ой, долго будет сидеть. А у нее совсем не стойкий пигмент. Она осветляется гораздо быстрее, чем если к вам пришла блондинка. Поэтому, конечно, время выдержки вы все-таки тоже иногда контролируете. Надо будет аккуратно подлезть к нижним прядям и посмотреть фон осветления, какой был там через какое-то время, которое вы решили посмотреть. Какой стал, вернее.
вы закончите вот эту зону, которая верхняя затылочная зона, и можете уже посмотреть. Сейчас я вам попытаюсь показать это. Сейчас мы с вами докрасим эту зону. Какой у нас цвет пряди получился уже внизу. Здесь опять, видите, белое пятно у нас. Здесь у нас темное, поэтому работаем. А если бы седая была вся? Ну, мы Еще тебе... сложнее было бы. Нет, мы бы тебе не делали бы AirTouch, если бы ты вся была седая. Зачем? Мы бы тебя просто покрасили, да. 50. Да. А если 50 на 50? Ну, все зависит от того, чего тебе идет. И, возможно, мы бы тебе подтемнили тогда форму. Седину закрасили. То есть мы бы нанесли фольгу и между фольгой прокрасили бы корешочки. Да, вот и выбросили все, да? Я бы подняла, но не могу. Нет уж, сиди. Здесь неудобно все. Я же не двигаюсь, чтобы камеру не закрыть. Так, смотрим наш треугольник. Так, ага, с той стороны мне, видите, надо будет сейчас еще взять. Поэтому переходим на ту сторону. Здесь беленькая, очень аккуратненькая. Так, ну теперь мы с вами выдуваем нашу вот эту прядь по центру. Видите, еще пока здесь собрались волосы, поэтому немного их приспустим методом начеса немножко. Если у вас волосы будут короткие, вы можете взять расческу и на расческу уже подтянуть.
Но так как у меня волосы длинные, мне надо длину прокрашивать. Удобно, конечно, с планшетом работать. Хотя с планшетом получается во много раз дольше, чем если вы работаете просто фольга и расческа. Вот сейчас мы с вами докрашиваем эту прядь и попробуем посмотреть, что у нас с вами там получилось внизу уже. Видите, да, кусок у меня светлый, поэтому работаем двумя баночками. Здесь уже, видите, я дочищаю другим порошочком. Сереж, ты мне поможешь немножко? Я тут обещала девчонкам показать, что у меня сейчас внизу происходит. Давай сама. А? Давай сама. Сереж, я не смогу поднять все волосы, чтобы это было видно. Идешь? Ну, сейчас будем смотреть, что же у нас внизу. Так, давай, иди ко мне. С той стороны, иди, стой, иначе мы с тобой вдвоем не встанем. Аккуратно давайте, подожди, держи, приподнял, держи. Ага, так аккуратненько. И сейчас мы с вами поглядим, что же у меня здесь случилось. Давайте откроем аккуратно и посмотрим. Видите, они еще ярко-желтые. Видно? Давайте поближе подведу. Опс, тихо, упала. Видите, они ярко-желтые. Поэтому время хоть и много прошло, так как очень слабый окислитель, еще они не готовы. Поэтому мы заворачиваем все обратно и продолжаем нашу работу. Опускаем. Так. Сейчас мы идем с вами разводить уже другой процент. Вы помните, здесь я закончила 6. И сейчас я перехожу уже на эту зону. Сейчас я принесу. А вы посидите, пока отдохните. Так, я принесла. И продолжаем уже.
Я вам сейчас хотела же рассказать как раз про теменную зону, как будут выглядеть пряди у нас. Так, сейчас я вам чуть-чуть разверну, чтобы вы видели. Давайте начнем с какой-нибудь вот с одной. Вот смотрите, если мы с вами наносим пряди, вот так вот, в горизонте, допустим, да, вы нанесли, волосы падают назад, все прекрасно рассыпается. Если у вас девушка носит на пробор, то понимаете, вот эти две пряди, они пойдут уже сюда. Здесь у нас с вами получится четкая полоска от начала до конца. Потому что все пряди будут собираться в одну линию. Поэтому вы должны думать о рисунке, который вы хотите получить. Если вы хотите получить полосатость от пробора, то делайте именно по той схеме, которую вы планируете. Тогда у вас будут полосочки раздвигаться и падать на две стороны. Если вы хотите, чтобы все-таки перемешивалось все, вы должны идти по диагонали. Все зависит от того, в какую сторону она у вас носит. Если я сделаю по диагонали, как вы понимаете, если пробор у меня все равно раздвинется, у меня волосы будут все равно рассыпаться и перемешиваться. У меня не будет четкой полоски. Именно это и отличает горизонтальный пробор от диагонального. Именно итог, который вы хотите получить. Если вы хотите получить четкую полосочку, делаем горизонтом. Если вы хотите размыть эту линию, вы делаете диагональкой. Вот конкретно здесь, сейчас мы повернем. Я буду делать диагональкой. Видно меня? Так, ее тоже видно, надеюсь. Где расческа? Не знаешь, моя куда делась? Здесь все лежит, все на месте. Я перехожу на диагональный пробор и начинаю работать диагональными проборами в ту сторону. То есть я хочу сделать ну, мне с этой стороны удобно стоять, я с этой стороны буду делать. Буду делать справа и лево. Я к тебе положу фен. Прибывшая держишь, я бы не натянулась. Ну, слушай, по мне пойми, может быть, я тебя как-то опустил, не знаю. А то мне уже очень высоко. Так. Могу спуститься еще. Нет, не надо, сиди. Ты уже так долго сидишь. Удержи, я причешу теперь, а то она у меня туда-сюда скакала. Причесали, натянули и продолжаем. Давай я буду класть к тебе, не обязательно держать. Ага. А здесь опять же засветленная часть. Видно? Видно. Так, все считать умеют. Если у меня был 6, следующий какой должен быть? 8. 9. Какой у вас? Сейчас, сейчас и скажет. Зачем ты отвечаешь? Модель, сидите, отдыхайте. Девчонки, пишите, сколько должно быть. Значит, смотрите, здесь уже же все далековато, видите, натяжение меняется. Обязательно поправляйте хвостик перед тем, как вы накрасили. А потом уже красьте. И не забывайте эту зону проработать, почистить.
Проборы опять же 0,5-0,7. Так, никто не знает, да, какой следующий у меня оксид идет после шестерки. Все молчат. Девятка пишет. Девятка? Нет, ну после шестерки, конечно же, идет девятка. Но если мы с вами шли, начиная с трешки, 3, 4,5, дальше 6, то по логике следующий, правильно, вот видите, у меня модель знаний, 7,5 следующий у меня идет. А второй таки 1,5 остается? Второй так остается 1,5. Мы делаем это не для подчищения всего лишь пряди. Мне там уже все осветленное, мне светлее, чем есть, не надо. Здесь у меня то же самое, видите, зона засветленная. Видно? Сейчас я попробую. Сейчас опять я все скину. Вот она, видно. Зона засветленная. Так, сейчас упадет все. Угу. Сынуль, подправишь меня, пожалуйста? Я опять все разбомбила. Видите, здесь я пока разбомбила, все отвлеклась, не подтянула прядь. Придется подтянуть сейчас. Не забывайте, что у нас прядь должна быть подтянута там наверху. И как видите, у меня здесь другой оксид, а я делаю фольгу, складываю. То есть у меня опять же ничего не перемешивается. Все оксиды у меня не перемешиваются между собой, поэтому не накладывается более сильно. Прядь у меня так и остается там со слабым оксидом, со слабой краской. Так. Не видно, наверное, нас. Она упала чуть-чуть. Вот так. Я думаю, что А вот и вцепилась. А вы смахиваете. Вот. Вот смотрела, думаю, как лучше. Придумали, да? Держатель для фена. Да. Так, берете хвостик, не забывайте, и подтягиваете немножко. Дальше уже хвостик кладем и подчищаем.
показать надо чуть-чуть, что я двигаюсь все в одном и том же направлении. Я не меняю направление. Я двигаюсь по диагональке к лицу. То есть получается у нас к левому уху. Здесь хорошо видно, как я разделяю на две части. Видите, я подхватываю пальчиком, растягиваю на две части, ставлю большой на свой пробор. Вместо большого пальца кладу планшет и дальше уже натягиваю прядь. Берем хвостик, натягиваем опять, чтобы у нас легло ровненько. Кладем хвостик и его дотягиваем, дорабатываем. Что там такое мешается у нас? Лисенька, ко мне чуть-чуть голову назад. Ага. Вот сюда. Прекрасно, молодец. А то я не достаю уже. Дергаем за хвостик обязательно. Отправляем, если что-то здесь надо. После этого хвостик кладем, чтобы чуть-чуть доработать, дочистить. И здесь засветленную серединку тоже.
Алис, сними, пожалуйста. Мгм. А мы с ней разговаривать не будем. Так, здесь у нас из этого блока уже последний край. И теперь давайте как бы вспоминать, как у нас растут волосы и на какую сторону у нас должна идти диагональ, потому что четкие проборы, как я вам уже показала, мне здесь они конкретно не нужны, потому что моя модель, то есть Алиса наша, она не носит на прямой пробор. Поэтому мне надо, чтобы волосы очень мягко рассыпались. Поэтому сейчас я перейду к лицу, и мы с вами будем думать, куда же мы должны с вами направить нашу диагональ. Здесь ничего не меняется, за хвостик я поддергиваю, подтаскиваю. Дальше этот хвостик я кладу. Все зависит от того, темный у вас он или светлый. Из той баночки мы с вами берем. И дочищаем нашу зону, которая засветленная. Помните, не забывайте о том, что если у вас чуть-чуть съехала прядь, а здесь очень неудобно, мы с вами отодвигаем заднюю часть бумажки и увеличиваем площадь. Также конвертик заворачиваем. Так, вот теперь давайте смотреть. Вот у нас наша модель. Рост волос. Идет. Видите, смотрим, какую она будет носить. Видите, сюда не лежат волосы. Волосы лежат все время сюда. Значит, соответственно, если мы с вами сделаем вот такую диагональ, да, оно будет падать, будет не очень красиво. Я думаю, что мы с вами будем делать вот такую диагональ для того, чтобы они перемешивались тогда, когда они ложатся сюда. Поэтому мы с вами переходим к лицу. Здесь я тебя разворачиваю. Нагибаем голову клиента к себе. Причешем, так как у нас с вами был идет. И все, продолжаем работать уже. Диагональ у нас с вами идет от правого уха к левому. Здесь смотрите, какую тонкую я взяла, потому что здесь короткие волосы. Видите, если я возьму толстую, у нас все выдуется и не будет ничего. Поэтому мы с вами берем и выбиваем то же самое, но уже на нашей длине, которая здесь есть. Вот у нас с вами будет такое мягкое
рассыпание. Видите, взяла я прядку небольшую. Так, очень большая мне здесь. Сереж, принеси там маленькую бумажку. Можешь чуть-чуть только побыстрее, а потом долго у нас все очень. Спасибо большое. У нас с вами поменьше здесь есть. Сейчас мы используем. Кстати, вот обратите внимание, какой стороной я все-таки кладу. Да? Все время говорят, как бы все равно. Вот у меня блестящая сторона идет наверх. Законы физики никто не отменял, если честно, и все равно температура выше становится, то есть более равномерно распределяется тепло именно по светлой, по блестящей части. Это то же самое, когда вы делаете выпечку, да, когда вы печете в духовке, у вас получается все та же технология, то есть равномерное распределение тепла идет именно внутри, то есть и мы кладем всегда блестящий со стороной вовнутрь, когда что-то запекаем. Да, то же самое здесь у нас с вами идет равномерное тепло. На мой взгляд, это важный фактор. Поэтому вы, конечно же, уже делаете как вам удобнее. Может быть, у вас учителя кто-то другой, который вам докажет, что это что-то меняет. Что это, наоборот, ничего не меняет. На мой взгляд, это меняет, и температура ровнее распределяется именно на блестящей части. Все, дальше идем в следующую диагональ. Опять также у нас с вами диагональ идет уже здесь 0,5-0,7. Причесываем и смотрим, где у нас с вами нужно выбивание, где мы должны пальчиками держать. Больших нет. Здесь подержу, вот так. Разберу, очень длинная для меня. Хотя, может быть, и нужно было длинную, потому что она у меня здесь оказалась все-таки длинная. Я думаю, я где-то она короче. Ну, уже ладно, ее завернем. Кстати, кто там говорил про жгуты? Да, жгут я завернула, но, как вы видите, волос у меня остался все равно не кудрявый, а прям прямой. Поэтому жгут, он не делает кудряшку, ту, которая от природы дана. Он делает немножко другую волну. Эта волна нам с вами совершенно не мешает работать. Вот еще раз я могу показать прядь. Видите, она у меня совершенно не кудрявая, не та, которая у меня была до.
подчищайте, если у вас снизу волосы вылезли, чтобы чистенько здесь все было. На ручками здесь. И тут как раз покруче пошли, да? Мгм. Еще раз напомню вам, что сработать с кудрявыми волосами на выдох гораздо сложнее, чем с прямыми. Так что вы это тоже учитываете, когда вы время оставляете для клиента. Можете, как всегда, подтягивать хвостик. Перед тем, как его замазать до конца. Но вы еще учитываете, пожалуйста, цвет вашего кончика, потому что если он у вас кипельно-белый, и вам его подчищать не надо, то вы подумайте, надо ли его вообще красить, чтобы он остался жив. Конечно, многие говорят о том, что красить можно, но вы понимаете, что химический процесс – это химический процесс, и с каждым разом идет разрушение волоса. Наносите вы единожды или наносите вы трижды, разрушение волоса все равно происходит. Поэтому будьте очень аккуратны в работе с волосами. Что-то не поняла. Разные сигареты, что ли? Да, как-то завоняла. Понял. Да, ну про сигареты я говорю. Да не чувствую. Я как раз чувствую, что она не перегрета. Угу.
Так, ну что, скоро мы с вами на виски перейдем. Будем мы с вами мужскую стрижку стричь или с вами попрощаемся и включимся тогда, когда тонировать и смывать будем? Напишите мне, пожалуйста, хотите посмотреть мужскую стрижку машинкой? Короткая стрижка будет, бобрик. Напишите, пожалуйста, мне. Что там, со мной никого нет? Никто не хочет общаться? Устали. Ну, конечно, это долгий процесс нанесения. Тем более монотонное движение, ничего такого здесь не меняется сильно. Мы сейчас половину совещания. Буквально Но мне надо виски-то намазать. Как я тебе остановлю процесс, скажи мне. Если мы с тобой будем... Переключать. Не-не-не, мне там нужно пройтись, там не поможет. А если просто... Мешать будет меня слушать туда. А ты пока там, когда тебя слушать будут? Ну да, я буду отвечать на вопрос. Ну а если включать и выключать звук? Так, у меня диалог будет. А сейчас уже сколько времени? 13 минут у тебя есть. Может показать виски, там буквально 5 минут будет. Нет, виски я покажу. У меня просто процесс осветления идет. Я из-за этого. Ну, 5 минут. Я-то всё могу страшно. помолчать. Ну, мы пока еще давай пока работаем. Вдруг они у тебя не соберутся ровно в половину. Нет, там точно. Вот сейчас пришло. Это то, что у меня было, должно было быть до обеда. Принесли. Пишет, что можно включиться до тонирования, спрашивают, эфир будет сохранен? Ну, если у меня получится сохранить, вы помните, девчонки, что я первый раз? Я постараюсь его как-то сохранить. Там надо на какие-то кнопки, наверное, будет нажать, я попытаюсь в этом разобраться. То есть и мы с вами тогда до тонирования отключимся. А во время тонирования, да, мы с вами обратно включимся. Я так поняла? То есть мужскую стрижку не будем смотреть, да? Мужские стрижки не интересуют никого. Да. Хорошо. Так, я могу вам, если что, коротко, как мы с вами будем делать виски. Ну, хотя я сейчас уже дойду практически до них. Я еще положила. Я сейчас вам начну показывать, потому что это будет у нас диагональ тоже. И мы тогда с вами попрощаемся до того, как будем смывать. Ну, мы давайте с вами может быть, через сколько? А сейчас я даже не имею понятия. Так, давайте с вами разберем, сколько сейчас время, чтобы я вам... 19 минут. 12 минут. 19. 19, да? Значит, соответственно, я сейчас нанесу, это мне грубо еще минут 20, да? И ну, давайте тогда встретимся через минут 50. И я вам тогда сейчас покажу потом, когда мы с вами смывать будем. Что там у нас получается. Хотя, скорее всего, мне придется смывать затылок чуть раньше уже начать.
Ну, нужно смотреть обязательно, как там у меня фон осветления идет. Не забывайте, что здесь я подчищаю зоночку. Так. Сейчас мы уже переходим с вами к листу. Так, вы убираете тогда с лица их, чтобы у нас ничего не мешалось нашей модели и нам тоже в работе. С вами убираем сюда их. Здесь вот у нас тоже лишний пушок, тоже его подкалываем и переходим к височной зоне. Значит, не забывайте, что у нас с вами височек идет тоже диагональ. И начинаем тоже небольшими проборчиками по диагонали. Вот так. Видно? Вот таким вот образом мы с вами делаем диагональкой здесь. Вот здесь вот у вас длинная зона получается. Вы можете сделать здесь 2 фольги. Тоже не ленитесь. Потому что длинную зону вы равномерно не покрасите. На длинную зону обязательно тогда применяйте 2 участка. Ну, если что, я сейчас вам начну показывать. И если нам надо будет отключиться по звуку, то нам придется прерваться, и вы тогда отключитесь, уже будем смотреть результат. Здесь вот выдули, видите, вот у меня такой хвостик есть. Где-то у меня здесь была фольга. Сереж, сынок. Нет, еще туда не, пожалуйста. Работаем. И серединку подчищаем, то, что было уже покрашено здесь. Теперь переходим вот к этой зоне. Видите, она у меня длинная здесь. И здесь вот видите коротенькие совсем волосики. Видите, расческу я сломала короткую, или этот с мелкими зубчиками. И что мне теперь с этим делать? Я хотела вам здесь показать. У меня расческа, видите, сломалась. Да, тут надо вот нам с вами делить на 2 части. Берем с вами, видно, да? На самом деле мне нужен пальчик для того, чтобы работать тоже. Но сейчас вот я взяла коротенькую часть, поэтому я с ней работаю. Здесь у меня с вами будет, как обычное мелирование. Я расчесочкой подкладываю. И вот я нашу прядку сейчас закрашу. Здесь у нас с вами будет выдув, потому что прядь длинная, есть с чем поработать. Помните, чем дальше мы берем с вами, тем больше у нас выдувается. Зону висков сильно засветлять не обязательно. Да что там, когда торопишься, все за тобой тянется.
также двигаемся по диагонали. 1. Значит, здесь у нас так, повернись, Алис. А здесь у нас вот так идут диагонали. Все, давайте, дерзайте. Угу. Сереж, разберись, как там сохранить. Думаю, автоматом сохраняет. А? Думаю, автоматом сохраняет. Ну, не знаю. Видишь, девчонки же спрашивают, сохраним мы или не сохраним. Ну, так, кстати. Забудь. А? Забудь меня. Алиса, 3 минуты. А? Алиса, лишь 3 минуты. Тогда сейчас так эти сохраняйте. Еще раз скажи, Алис. Вы сейчас сохраняйте, я выйду, быстренько переговорю и зайду, ладно? Сынок, как не разобрался, как Нет, как я не разберусь. Здесь надо сохраниться автомат. Делать не надо. Ну, он там что-то говорил, когда мы сегодня слушали. Он мне даст лучше, когда выключишь уже. Ты уже пора? Да. Давай. Так, ну как нам здесь сохранить? Завершить трансляцию. Так.